Здравствуйте! Канал Masters of Body снова с вами. И сегодня в нашем выпуске нам будет помогать наша гостья Юлия Астахова, основательница Академии фитнеса Астахова Фитнес. Смотрим на ссылочку в описании. Там вы можете узнать много нового о фитнесе, о всем, что связано с женщинами и фитнесом. Вы узнаете даже то, чего не хотите знать, или то, чего вы не думали, что можно знать. В общем, заходите к ней, знакомьтесь, она вам расскажет очень-очень много чего полезного. Много женщин уже с ней познакомились в нашем городе, я думаю, онлайн тоже, да, Юль? Вот, благодарны. Далее, она выпустила более 600 учеников в своей академии, которые сейчас благополучно, удачно работают на этой, так сказать, стезе, на этом поприще. И вот сегодня, как мы ранее говорили, наши тренировки подходят не только мужчинам, а и женщинам, особенно в период осени, в период вырабатываемости. И Юля поможет на своем, так сказать, примере, прочувствует, правду ли я говорю или неправду, и в конце концов поделится с вами, возможно, на своей страничке, после, возможно, сегодня же скажет что-то либо хорошее, либо не скажет о нашей тренировке, которую мы ей предложим ощутить на себе. А Андрей, естественно, как наш верный товарищ, будет, как главный, как мужчина, все это пропускать через себя. Поэтому будет такое небольшое сравнение этих двух работ. Итак, бицепс-трицепс, Masters of Body, поехали! Физкульт, здравствуйте! Мне приятно оказаться в компании спортивных мужчин. И сегодня я готова нагрузить бицепс, трицепс и еще какие нужно мышцы рук. Свои отзывы оставлю позже. И сегодня первый суперсет. Мы начнем с бицепсов, так как бицепс, качая бицепс, это нам поможет лучше разогреть руки. Это более безопасно для локтей, чем прокачка трицепса. И начинаем с самого простого, но понятного упражнения. Бицепс, сидя, угол 40 градусов. И выполняем молотком. Во-первых, положение руки внизу, оно самое натуральное, самое простое. То есть не надо ничего никуда разворачивать, не надо ни о чем думать, мы начинаем включать тело. Дальше. Юлия сейчас правильно показывает, кулак подводим под грудь, но не выше. Ошибку, какую допускают люди, закидывают выше, то есть включают плечо и все остальное. Далее. Полную растяжку используем, но не путайте эту растяжку с расслаблением. То есть мышца растянута, но не расслаблена. То есть мы сжали бицепс, здесь его дополнительно напрягли и даем ему растяжку. При этом, не расслабляясь, выполняем следующее повторение. И вот таких повторений в этом первом упражнении нужно выполнить аж 20. Напоминаю, для парней, для ребят, вообще для людей, которые собираются в следующий период сделать массонаборным или же поработать на увеличение силы, такая схема тренировок поможет хорошо укрепить связки, дать отдохнуть тем волокнам, которые отвечают за силовой тренинг, задействовать напротив те мышечные волокна, которые отвечают за выносливость, то есть суставы, связки отдыхают, приводятся в хорошее состояние. А мышца, в принципе, получает колоссальный налив, что также скажется на ее красоте. А это уже будет интересно женщинам и девушкам, которые получат рельефные красивые ручки, при этом без излишней массы, которые все так боятся. Напоминаю, друзья, у нас не просто поочередная работа в каждом упражнении, у нас 3 сета. И выполнив первые 20 повторений с гантелями, загрузив каждую руку независимо, продолжаем также независимо грузить каждую руку, но уже в блочном тренажере, а именно на верхних блоках в кроссовере. Прошу. Теперь уселись четко по центру, между блоками, ни сзади, ни спереди. На скамейку, это может быть высокая степ-платформа, неважно, то, что вам удобно. Исходное положение, руки развернуты, бицепс изначально уже натянут. Кисть при этом у нас участвовать не должна. И начинаем податливые плавные движения. Вот, обратите внимание, в крайней точке кисть ни в коем случае, Юль, покажи, как не надо делать. Вот, ни в коем случае не переносим нагрузку на предплечье. Раскрываемся, подтянулись хорошо. И здесь тот же принцип, не расслабляемся, а растягиваемся. Следующее повторение, не допускаем позыва вот этого движения локтя вниз. То есть чем выше будет при этом локоть, тем концентрированнее будет работа бицепса. Также девчонкам это упражнение будет интересно именно тем, что оно сделает ваш бицепс также красивым-красивым. Такой будет красивый шарик, но от этого упражнения он не вырастет. Тем более здесь мы тоже сделаем именно 20 повторений, не меньше. И теперь, опять же, так как амплитуда длинная, важно следить за дыханием. Пошел глубокий вдох.
и сократили, выдох. Пиковое сокращение находится в этой крайней точке, когда кулак собран. В отличие от предыдущего упражнения, там все напряжение было при начале движения, а здесь в конечной фазе движения. Таким образом, мы наложили два разных хвата. Здесь можно сравнить с прямым хватом, если брать штангу. Гантель был естественный молотковый хват. И получается, накладывая две амплитуды, заставляем бицепс становиться максимально красивым. Третьим упражнением нашего суперсета будет свободный вес. Теперь мы его можем взять двумя руками и выполнить сгибание рук с V-образным грифом. В первом подходе мы возьмем узкий хват, следующий подход можно взять хват пошире. Таким образом, также будут накладываться чуть-чуть разные амплитуды. Вернее, амплитуда одна и та же, смещаться акценты будут слегка. Для чего нужно это упражнение? Первое было полуизолированная работа с гантелями. Мы сидели хорошо, откинув спину, прижаться полностью к скамейке, не имея возможности читинговать. Второе упражнение было в тренажере. И если у вас вдруг каким-то чудом после выполненных 40 повторений остались силы, это последнее упражнение, эти силы окончательно заберет и бицепс будет в отключке. Поехали! Итак, те же принципы. Кисть не участвует, внизу хорошая растяжка, выдох. 20 раз многим, особенно девчонкам, про парней не знаю, есть сильные, слабые, возможно будет тяжело. Поэтому во второй половине подхода легкий читинг при подъеме допустим, лишь с той целью, чтобы красиво, подконтрольно опустить гриф вниз. И именно вот благодаря этому читингу вы сможете все-таки выполнить 20 повторений и убить ваши руки. Сегодня они будут казаться сильно налитыми, вам будет казаться, что вы их перекачали, но не переживайте. На следующий день вы почувствуете жесткость, стройность, красоту и никаких излишних сантиметров. И вот мы дошли до мужской части нашей программы. Но в отличие от женщин, нам задача все-таки накачать бицепс. Поэтому концентрация, питание, это все само собой. И Андрей будет стараться уничтожить бицепс теми же количествами повторений, но немножко большими весами. Для Андрея, как для бывалого спортсмена, именно такой период поможет его бицепс, его трицепс сделать максимально деталированным. И в предсоревновательный период, когда он немножко поработает на массу, вся эта красота увеличится в размерах и даст ему новые призы, новые достижения на спортивном Олимпе. Обратите внимание, как сечется после этих двух упражнений один хват и другой хват, молотковый и прямой, какая идет хорошая детализация. Покажи, Дима, правый бицепс. Это то, о чем я вам говорю. Когда вы меняете хват, когда вы меняете точку пикового сокращения, вы получаете именно красоту мышечную. И теперь Андрей со штангой, со свободным весом реализовывают все нереализованное после двух предыдущих подходов, если таковое осталось. Также покажет вам, как работать с читингом. Давай, Андрей. Читинг. Зафиксировали и плавно пошел бицепс, работа вниз. Опять. Нормальные парни в такой технике могут выполнить 20 повторений. Ну что, друзья, Юля у нас спортсмен тренированный и опытный. Вот точки. Поехали. Поэтому она решила сделать все подходы на бицепс, не разделяя, не разбавляя их работой на трицепс. Как я вам говорил ранее, кому это тяжело, можно делать один круг на бицепс, потом у нас будет работа на трицепс, чередовать. Но если вы чувствуете в себе силы, уверенность, есть опыт, стаж и желание, то можно делать 3 круга на бицепс по 20 повторений одним большим гигантским сетом. Помедленнее, устали, да, но спешить не надо, техника прежде всего. Если где-то до 20 раз не дотянете, ничего страшного, лишь бы не меньше 15. Если не тянете 15, надо уменьшать рабочий вес. Так, второй подход. Сгибание с блоками. Это упражнение для многих непривычно, потому как тяжело сконцентрироваться, чтобы не гулял локоть. Обратить внимание на кисть, но оно того стоит. Именно красота, подчеркнутость мышцы рабочей в этом упражнении, она заслуживает его внимания. Поэтому также выполняем 20 раз. Если не получается, делаем меньше вес.
Здесь читинг нам не нужен ни в коем случае. Полная концентрация. Красиво растянули и зафиксировали. И дышим. И третье заключительное упражнение этого грандиозного сета. Опять штанга. Обращаю внимание, первый подход был узким хватом. Сейчас Юля взялась чуть пошире. Немного сместив акцент. Это даст опять же разнообразие. С одной стороны, с другой стороны немножечко даже легче будет выполнить 20 повторений. Сместив этот акцент. И конечный результат будет еще лучше. Итак, друзья, 3 подхода на бицепс мы выполнили. По 20 повторений, где-то получилось чуть меньше, где-то чуть больше вес взяли, где-то меньше. И теперь руки разогреты, и локти будут безопасно работать, участвуя в проработке трицепса. И первое упражнение мы выбрали, всем известное, всем любимое, обратное отжимание. Почему именно это упражнение? Во-первых, оно позволит наполнить кровью большие мышечные массивы. И дельту, и грудные, и, естественно, трицепс. Соответственно, спалит кучу калорий, соответственно, запустит тело все в работу, если что-то после бицепса осталось не тронуто, и предварительно массивно утомить трицепс. Поехали. Дыхание номер раз. Спинку Юля держит правильно, ровненько, подбородочек вверх, и опускаемся вдоль скамьи. Таз вперед не уходит, назад не уходит. Ноги на пяточках, носочки чуть-чуть на себя. Плавное движение вниз, плавное вверх. Глубина зависит от того, как вы чувствуете свой плечевой пояс. Если где-то есть болевые ощущения, сильно глубоко не опускайтесь. Для трицепса можно и меньше амплитудой. Юля человек спортивный, поэтому она делает максимально возможную амплитуду. У нее включается и дельта. Димчик, покажи нам эту часть плеча. Вот. Рядом задействуется грудная. И, соответственно, нагружается очень хорошо, я думаю, вам видно, трицепс. Если тяжело выполнить 20 раз такой техники, ноги ставьте ближе. Юльчик, покажи поближе. И продолжаем его бомбить. Бэм. Вот тут уже включаем почти пампинг, более короткие. И нагружаем его в отказ, пока уже тело не продолжает падать вниз. Все, отлично. Ну что, переходим ко второму упражнению. Если первым хват, при котором мы отжимались, можно сравнить с прямым хватом во французском жиме, при работе с ровным грифом, или при разгибании на блоке обычным хватом, да, вот прямым, покажи сверху, положи руки, вот. Этот хват будет идентичный тому, который мы выполнили при обратных отжиманиях. То теперь мы в погоне за смещением акцентов, за разнообразием меняем хват и смещаем кардинально акценты. И выполняем разгибание на блоке обратным хватом. Для локтя это будет безопасно, потому что сам по себе блок, тренажер у нас хороший, мягкая работа идет. А трицепс включится по-другому, в отличие от предыдущего упражнения. А 20 повторений сделают то свое темное дело для вашего светлого будущего. Поехали. Раз. И целимся вертикально. 2. Локти не гуляют по сторонам и не гуляют зад-вперед. Выдох. Плавный вдох. И начинаем нарабатывать, прорабатывать. Обратите внимание на наружную часть трицепса, который, кстати, не давая огромного объема, дает хорошую красоту, рельеф и тот самый желанный вид красивых рук, которые многие женщины жаждут. Кстати, у парней часто эта часть трицепса также отстает. После отжиманий на брусьях, после отжиманий от пола, внутренняя, средняя еще как-то проработаны, а наружный пучок у многих как бы не виден. Хотя визуализацию дает именно этот наружный пучок. Он вам будет полезен. Локтям нормально, Юль? Да, все хорошо. Работа для локтей комфортная, то есть никакого дискомфорта нет. Трицепс нагружается? Да. Да, видите, как она дышит. Мама, все. 20. И третье упражнение, которое, наверное, у нас самое любимое в плане преподавания именно женщинам. Мы считаем его одним из самых эффективных именно для женских трицепсов. Оно позволяет достичь вот этого самого трудного момента, который, ну, у Юли нет таких проблем, у большинства женщин
есть эти флаги так называемые. Так вот, это упражнение с максимально возможной амплитудой. После того, как мы утомили, сильно утомили трицепс, то есть для локтя эта работа будет все равно безопасной, а для удобства берем вот этот удобный блинчик. Выводим в исходное положение. Теперь блинчик у нас смотрит все время назад. Работаем тыльными частями кулаков. Разгибаем. Теперь смотрите, внимание, глубина. Блин спрятали за головой, но ниже, то есть на сустав мы вес не вешаем. Вот в этом положении трицепс у нас полностью растянут вот до самой нижней точки крепления. Теперь движение вверх выполняем за головой. Ошибка какая? Выносят блин вперед. Так махают и выносят его вперед. Работа бесполезная. Ну как бы да, есть эффект, но это совсем не то. Это некрасиво, не эстетично, фу. Теперь делаем чистенько. Раз, два, три. Раз, два, три. Назад. Локти можно не прижимать. Раз, два, три. Назад. Вес не тяжелый, Юль? Вес не тяжелый. И вот теперь, используя максимальную ту амплитуду возможную. Кулаки правильно. Амплитуда правильно. Выполняем эти 20 повторений. Вы можете видеть разнообразие этих упражнений, когда выполняют с гантелькой. Я сейчас вам объясню, в чем нюанс. С гантелей не каждый человек, не каждая женщина, не каждый даже мужчина из начинающих может хорошо сконцентрироваться. Рука начинает гулять. То есть иногда то она вперед гуляет, вправо, влево, там начинает ее поддерживать. Кто-то перед лицом, кто-то за затылок тянет руку. То есть получается для начинающих нелепость. Это же упражнение в разы понятнее. Его делает любой новичок, вопрос только в весе выбранном и в снаряде. Это может быть как блин, так и гантель, с которой в последующем Андрей покажет эту же технику. А эффект сразу же приходит. То есть привести начинающему или человеку со средним уровнем мышцу в хороший тонус, проработать во всей длине, этим упражнением проще всего, как мужчинам, так и женщинам. The best of the best. Главная техника и правильно подобранный вес. И суперсет на трицепс от украинского викинга Андрея Шарапова. Он не нуждается в корректировке. Он уже знает все наши, так сказать, и участвует в разработке этих космических методик. То, что для Юли иногда в новинку. Андрюха в курсе. Шарап, ты так жопку можешь отставить? Класс. Вот на примере Андрея опять смотрим акцент. Как у него начинает сепарироваться наружный пучок. Внутренний при этом также работает. Знаете, да? Пошла жаришка. Недавно у него болел локоть. Андрей, локоть в комфорте, в порядке? Да, порядок. Все. И также выполняем 20 повторений. Так, Юля выполнила упражнение французский жим с блином из-за головы. Андрей вам покажет уже ранее, которому мы показывали технику с гантелью. Еще раз хочу обратить ваше внимание, друзья, на то, где мы делаем. Видите, у нас есть упор под спину. Некоторые товарищи, ну, у кого-то в зале есть оборудование, у кого-то нет, делают на обычной скамье. Это, конечно, имеет место быть, но для 20 повторений у вас начнет спазмироваться спина. Это будет крайне тяжело. Поэтому либо короткий стульчик, есть такая форма скамьи, либо вот скамья скотта, она есть практически в каждом зале. Сели, облокотили спину, и про поясницу вы не думаете. Потому что, еще раз повторяюсь, 20 повторений сделать, сконцентрироваться на трицепсе и держать спину на обычной скамье, ну, практически нереально. Либо вы будете халтурить, либо заведомо легкий вес возьмете, Антелька вниз смотрит, вот, либо просто получите неприятные эмоции. А сейчас сидеть удобно, комфортно и работает только трицепс. Предварительно забили, и теперь мы его максимально растягиваем. Сейчас я Андрею помогу сделать много раз. Да. Видите, ему тяжело, но локти не гуляют, они не гуляют по сторонам. Они смотрят постоянно в одном направлении, расстояние фиксировано. Это тоже очень важный элемент. Когда они будут раскрываться в сторону, вы будете перегружать локтевой сустав. А так все безопасно и красиво. Ну что, Юль, как тебе руки? Как бицепс, как трицепс? Уже ощущается крепатура, наверняка начинает здоровый анаболизм поступать в бицепс и трицепс. То есть ощущение приятное тебе, как девушке? Эти упражнения тебе не показались какими-то мужланскими или слишком тяжелыми? Вот. Будешь своим девчонкам давать? Да, я бы и сама попробовала ими пользоваться во время тренировок, потому что я
критично относилась, как и все женщины, к бицепсу, поэтому те, которые упражнения показал мне ты, они более модернизированные, подходят для женщин в том числе. Что требовалось доказать, друзья? И мужчинам, и женщинам такой формат тренировок заходит, и профессионалам, и начинающим зайдет, людям с различным опытом. Поэтому применяйте. Если будут вопросы, пишите, задавайте, обязательно ответим. А теперь переходим к последней части нашего сегодняшнего занятия. И, Юля, тебе слово. Мы будем растягивать точки крепления бицепса и трицепса, то, с чем сегодня работали. Я покажу несколько упражнений, и они будут хорошо способствовать вашему восстановлению. Мы работали с бицепсом и будем растягивать именно его в первом упражнении. Вам необходимо будет совершить хват на одном уровне с локтем и сделать полный оборот от точки крепления. Уже будет растягиваться бицепс. После этого поднимите колено и на уровне 90 градусов натяните спиральную линию корпуса для максимального ощущения и растяжки бицепса. Чтобы растянуть точки крепления бицепса, трицепса и дельты, которая, возможно, включалась у вас в работу, вам необходимо совершить хват перед собой на одном уровне с локтем. Стопами упираться в поверхность, вытянуть таз, немного присогнуть колени и опустить голову ниже рук. В этом положении фиксировать 10 секунд. После этого совершить смену рук с крестным хватом и в ту сторону, где у вас открытая рука, потянуться головой. Задержаться здесь не более 10 секунд. После этого смена рук. И здесь тоже фиксация на 10 секунд. Вам необходимо выполнить 2-3 подхода, будет достаточно для того, чтобы растянуть точки крепления рук. Я благодарна вам за то, что вы пригласили меня на тренировку. Это бесценный опыт, который нельзя купить за деньги, который не исчисляется временем, потому что более 10 лет назад, когда вы передали те знания, которыми я на сегодняшний день пользуюсь и передаю своим студентам, они актуальны и сегодня. И это бесценный опыт. Благодарим за твою экспертную уже оценку, не как ученика, спустя столько лет. Спасибо, что пришла, поучаствовала в нашем мероприятии. Спасибо. Было приятно с тобой поработать. Да, Юля очень позитивный человек. Еще раз напоминаем, у нее своя школа, академия. Обращайтесь, ссылочку найдете. Вот. А мы благодарим клуб Orange за предоставленную возможность быть с вами. С вами были опять Андрей, Юля, я, Дмитрий, Максим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!